Привет, любители BTS. Возможно ли, что всего за последние 10 минут что-то произошло так внезапно, что публика в унисон замерла, задаваясь вопросом, не стоят ли два громких имени, долгие годы шедших бок о бок, на грани расставания? Предложение звучит почти абсурдно, но вместо этого мелкие детали, всплывающие со всех сторон в цифровом диалоге, делают вопрос еще более острым, драматичным и трудно игнорируемым. Мир, кажется, затаил дыхание. В долгих поисках, полных данных, архивов, эмоциональных интерпретаций и фрагментов неподтвержденных заявлений мы приходим к одной поразительной гипотезе. Всего 10 минут назад Тэхён, как сообщается, расстался с Чингуком после эмоционального заявления, которое еще не было до конца понято. ARMY, крупнейшее и самое влиятельное фан-сообщество в мировой музыкальной культуре, сейчас находится на критическом распутье между любопытством, отторжением и недоверием. Но что же происходит за такое короткое время? Почему последние 10 минут ощущаются как историческая впадина, разделяющая мирные моменты и потенциально серьезные бури? Знак ли это разлуки или всего лишь тень, раздутая информационным вакуумом? Эта статья проведет читателя сквозь слой за слоем эмоциональное повествование, анализируя общественный резонанс, раскрывая возможности и постепенно приоткрывая завесу, скрывающую один из самых шокирующих моментов в жизни двух людей, которые долгое время были символами единения. Никто не мог предсказать, что простое взаимодействие, которое в обычных обстоятельствах, вероятно, считалось бы обычным разговором, разовьется до такой степени, вызвав волну домыслов по всему миру. Первые секунды начались с того, что Чингук заговорил тоном, который, судя по визуальным свидетельствам, казался более тяжелым, чем обычно. Его тело напряглось, глаза медленно опустились, прежде чем прозвучала фраза, которая не была полностью раскрыта публике, но была запечатлена в широко разосланном видеоклипе. Некоторые фанаты настаивали на фразах вроде «я не знаю, что еще делать», в то время как другие утверждали, что фраза была длиннее, наполненной сожалением или давней честностью. Затем камера повернулась к Тэхёну. Не было никакого словесного диалога, только выражение лиц, которые было трудно интерпретировать, немигающие веки, сжатые челюсти, а затем одно легкое движение, которое все испортило. Он отступил назад, медленно, без драматизма, но достаточно медленно, чтобы это выглядело более драматично, чем любая постановка при ярком свете. Что означало это движение? Или это было просто совпадение? Вопрос порождал домыслы, а домыслы – тревогу. ARMY – это сообщество, привыкшее анализировать язык тела, фразы, микроподсказки, артистическое обаяние и внутреннюю динамику своих кумиров. Поэтому, естественно, одно небольшое движение вызвало тысячи теорий. Пока шли обсуждения на международных форумах, аналитики поп-культуры начали собирать исторические данные. Они вспомнили, как Чингук и Тэхён долгое время были символами крепкой дружбы, двумя людьми с гармоничной творческой энергией, но разными характерами. Чингук с его энергией и совершенством, Тэхён с его теплотой и спокойным мастерством. Прекрасный контраст. В долгом исследовании межличностных отношений, снятых на публичные камеры, мы видим закономерность. Были моменты близости, шутки, спонтанные объятия и долгие обсуждения за кулисами. Но было и пространство, молчаливые паузы, незаконченные фразы, необмененные взгляды. Некоторые исследователи утверждают, что сильные эмоциональные связи всегда имеют потенциал сломаться в самом хрупком месте, подобно стеклу, которое кажется прочным, но незаметно трескается, пока легкий стук не разобьет его. Эти последние 10 минут могли быть тем самым стуком, или, возможно, просто символом, сформированным общественным восприятием. С другой стороны, мы не должны игнорировать возможность того, что все это неверно истолковано. Камеры никогда не смогут уловить весь эмоциональный контекст. Шаг назад может означать передышку, а не прощание. Пустой взгляд может означать усталость, а не рану. Эмоциональное высказывание может быть личностным ростом, а не разрывом отношений. Но почему же публика чувствует себя так подавленной этим? Почему миллионы фанатов пишут дрожащими руками, распространяя теорию за теорией, словно боясь потерять то, чего у них никогда по-настоящему не было, но что так сильно дорого? Потому что человеческие эмоции неразрывно связаны с повествованием, и это повествование, правдивое или нет, кажется невероятно реальным.
Представьте себе тишину после заявления Чингука. Никакого ритма, никаких аплодисментов, только вздохи и паузы. Камера запечатлела невидимый импульс напряжения, словно еще не начавшийся шторм. Тэхён на мгновение отвернулся, его взгляд упал в пол, словно он искал слово, которое так и не появилось. Затем, не сказав ни слова, он отошел. Но вопрос остается: от чего? От Чингука? От тяжелой ситуации? Или от собственных чувств, которые он не хотел показывать публично? Наблюдатели проанализировали последовательность движений через призму психологии. Они утверждали, что отступление при получении эмоциональной информации может быть защитной реакцией, тело движется, когда сердце не готово. Но это также может означать попытку не реагировать слишком остро, попытку сохранить что-то нетронутым, даже когда ощущаются трещины. В этом сером пространстве интерпретации возможны любые версии истины. Оптимистично настроенные фанаты назвали это недоразумением. Пессимистично настроенные фанаты опасались, что это начало разрыва. Другие стояли посередине, стиснув грудь, ожидая разъяснений. Но пока этот текст не достигнет своего конца, однозначного ответа нет, и именно эта неопределенность порождает бурю. Возможно, заявление Чингука было актом отпущения, долго сдерживаемой честностью. Возможно, дистанция была необходима обоим как людям, а не как айдолам. Мир хочет, чтобы они всегда были сильными, всегда улыбались, всегда были вместе. Но люди редко бывают идеальными. У них бывают переломные моменты, моменты застоя, моменты, когда всплывает слово «хватит». Если это произошло 10 минут назад, то публика стала свидетелем эмоционального сдвига. Пустота медленно опустилась, словно занавес, после первой половины пьесы, но без какой-либо уверенности во второй. Мир ждал прояснения, которое так и не пришло. И поскольку в деле участвуют два имени, такие как Чингук и Тэхён, это пошатнуло не только личные отношения, но и глобальную эмоциональную экосистему, построенную на надежде, доверии и близости. По мере того, как киберпространство превращалось в поле бурных дискуссий, некоторые решительно отрицали возможность разлада, называя его чрезмерной интерпретацией. Другие утверждали, что мы слишком идеализировали их, что за смехом, ликованием и теплым чувством удовлетворения скрывается личное пространство, полное безмольных сражений, понятных только им двоим. И когда образуется маленькая трещина, мы думаем, что мир рушится. Но, возможно, он не рушится, возможно, он меняется. Официального заявления не было. Никаких внезапных интервью. Никаких ответов. Только записанные движения, небольшие изменения выражения лиц и шипение микрофона, улавливающие эмоциональные пики. Чингук глубоко вздохнул, словно его слова были тяжелее всего, что он говорил раньше. Его тон не дрогнул, лишь напрягся. Он выглядел так, будто наконец-то осмелился высказать то, что давно хранил в себе. Тэхён, напротив, демонстрировал тихий мороз в глазах, не гнев, не разочарование, а молчание, полное чего-то, что он не хотел выплеснуть. А затем он отступил. И это стало началом бури. Когда отношения развиваются в условиях ожиданий публики, даже один маленький шаг становится громом, рассекающим небо. Мы забываем, что айдолы – люди, они меняются, страдают, устают, чувствуют себя неуслышанными. Возможно, этот 10-минутный момент был не концом, а отражением того, как долго они находились под светом софитов, испытывая те же ожидания, но страдая от других ран. Может быть, Чингук заговорил, потому что больше не мог сдерживаться. Может быть, Тэхён отступил, чтобы избежать эмоциональной реакции. Может быть, отводя взгляд, они защищали друг друга. Но публика почувствовала отчуждение, когда их взгляды больше не встречались. Чингук, казалось, ждал ответа, но ответа не последовало. Тэхён выглядел так, будто сдерживал слова не потому, что не хотел их говорить, а потому, что произнесение их может завести отношения дальше, чем кто-либо был готов. И в этом кроется ирония. Люди думают, что расставания начинаются с хлопнувших дверей или отпущенных рук, но иногда они начинаются с молчания, одного маленького шуга, легкого расстояния, почти незаметного вздоха, но достаточного, чтобы изменить интенсивность отношений.
Эти 10 минут могут быть не концом, а первыми секундами, когда публика замечает пропасть. По мере того, как проходила ночь, фанаты пытались успокоиться. Некоторые молились за них. Другие надеялись на прояснение, возможно, пост, улыбку, мгновение вместе. Но до утра не было ни новостей, ни обновлений, ни фотографий, ни смеха, ни теней, запечатленных в одном кадре. Мир ждал, словно лицо, прижатое к стеклу. Без ответов страх превратился в постоянное наблюдение. Каждый аккаунт стал радаром. Каждое движение в социальных сетях стало теорией. Тэхён намеренно не лайкал публикацию. Чингук откладывал обновление, чтобы успокоиться. Компания выбрала тишину. В этот момент люди рассматривали другую, более мягкую версию. Что, если они просто устали? Что, если это не конфликт, а рост, отношениям нужно пространство, чтобы стать крепче в будущем? Люди боятся потерь больше, чем перемен, потому что потеря не несет в себе никаких обещаний. Потеря приходит тихо, как ночь после тех 10 минут. Как воздух, сгущающийся в тишине. Как сердце, ожидающее ответов, которые так и не приходят. Чем дольше ждала публика, тем глубже этот рассказ погружался в коллективные эмоции. Речь шла не только о двух айдолах, но и о нашем страхе разлуки, нашей реакции на расстояние и о том, как современный мир требует, чтобы отношения всегда выглядели идеально. Вопрос остался без ответа, и поэтому история продолжала разрастаться, обрастая новыми эмоциями, новыми страхами, новыми надеждами. Поговорят ли они? Появится ли мгновение, которое развеет тревоги? Снова ли они будут стоять бок о бок, смеясь, переглядываясь, как когда-то? Или это начало чего-то иного, более тихого, более отстраненного, но, возможно, более честного? Никто не знает. Пока они не решат заговорить. Однажды, возможно, придет прояснение. Возможно, мгновение сотрет страх. Возможно, их улыбки снова встретятся, как солнце и луна на одном небе. Если нет, воспоминания останутся, смех не исчезает из-за паузы. Те, кто когда-то шли бок о бок, не исчезают из-за расстояния. История остается неизменной, хотя будущее неизвестно. И мы закрываем эту страницу не как конец, а как запятую. Не все, что выглядит треснувшим, сломано. Не все, что уходит, потеряно. Иногда Вселенная просто просит нас подождать еще немного, прежде чем ответ придет сам собой.